Всем привет! С вами Фуза, и вы на канале Pinball Russia. Сегодня будет достаточно клевый выпуск, потому что я покажу вам всякие фишки и трюки, которые помогут вам лучше владеть шариком, ну и в целом поговорим о базовой технике игры. Итак, вот вы стоите перед пинбол-автоматом, нажимая кнопки флипперов, вы можете переключать статистику на экране. Например, посмотреть таблицу рекордов предыдущих игроков. Если на экране написано Free Play, значит играть можно бесплатно. Если написано Credits 0, то нужно закинуть монетку или жетончик, ну или как-то оплатить игру. Прежде чем начать играть, проверьте, установлен ли автомат по уровню. На стерн-пинболах пузырек должен быть по центру между двух черточек. На Бали-Вильямс автоматах пузырек должен располагаться вот таким вот образом. Уровень — это очень важная настройка. Все пинболы проектируются под определенный уклон. Если этот наклон не соблюдать, скорость шарика будет другой, а от этого будет играть либо проще, либо сложнее. Также очень важно, чтобы автомат был не завален налево или направо, поскольку из-за этого шар может улетать в ту или иную сторону. Как правило, на автоматах располагаются карточки с инструкциями по базовой игре. Ознакомьтесь с ними, прежде чем начать играть. Обычно они будут на английском языке, но в целом можно понять хотя бы какие-то базовые вещи. Например, как открыть режим мультибол, или что нужно сделать, чтобы выбить скиллшот. Кстати, если вы не знаете, что это за термины, вот здесь сейчас появится ссылочка, обязательно посмотрите. Теперь перейдем от долгих разговоров к игре. Для того, чтобы начать, нажимаем кнопку «Старт». Если вы пришли со своим корефаном или девушкой, вы можете играть вдвоем, втроем, вчетвером. Просто жмете кнопку «Старт» такое количество раз, сколько будет играть человек. Если игра платная, то у вас должны быть кредиты на каждого игрока. Логика игры такая. У каждого 3 шара. Каждый играет друг за другом. То есть первый игрок отыграл первый шар, второй игрок играет первый шар, потом третий и так далее. Вся информация, кто какой шар играет и сколько у кого очков, будет отображаться на экране. Итак, вот вам выдали шар. Не нужно тянуть планжер в полную силу. В зависимости от правил игры у вас будет возможность сразу выбить скиллшот или выдать шар в какое-то менее опасное для вас место. Как только у вас появится возможность остановить шар, обязательно делайте это. Это очень важно. Не нужно просто так пулять шары в разные стороны, просто боясь его потерять. Поймите, хороший игрок — это не тот игрок, который просто колотит удачно лапками. Хороший игрок — это тот, кто контролирует весь процесс, никуда не спешит, заранее продумывает каждое свое следующее действие. Хорошо целится и старается не допускать ситуаций, опасных для игры. Вот вы остановили шарик, держите его на лапке. Можете стоять так хоть целый час, ничего страшного не случится. В этот момент вы можете посмотреть статистику по игре, где отображается важная информация о геймплее. Для этого нажимаете другую кнопку, которую вы не используете для удержания шарика на флиппере. Если шарик держите на левой лапке, нажимаете правую кнопку. Если на правой, то левую. Все просто. Во всех автоматах статистика разная, но там можно найти много всего интересного. Продолжаем игру. Важно успевать ориентироваться между игровым полем и дисплеем. На дисплее помимо ваших очков отображаются какие-то подсказки. Что сейчас произошло или куда вам нужно дальше попасть. Места, куда вам в данный момент нужно попасть на поле, также будут подсвечиваться всякими мигающими иконками или стрелками или вспышками лампочек вокруг. Автомат всегда старается подсказать вам, что нужно делать дальше. Со временем вы научитесь быстро ориентироваться. Теперь давайте поговорим о прицеливании. Это очень важно, чтобы вы понимали всю суть. Вот у вас 2 лапки. В зависимости от того, в какой момент вы нажимаете флиппер, такую траекторию вы и зададите шарику. Сила нажатия здесь абсолютно не важна. Здесь важна именно траектория, по которой вы будете запускать шарик. От этого зависит точность попадания. Всегда смотрите на шарик и смотрите в ту точку, с которой вы его бросаете. Постарайтесь ее запомнить. Если вы прицелились, а затем попали куда вам нужно и запомнили момент, в который вы оттолкнули шарик, вам будет проще повторить это еще раз. Со временем, привыкая к каждому пинболу, вам будет все проще и проще прицеливаться из разных позиций. Теперь давайте рассмотрим ситуацию, в которой вы не можете попасть в нужный вам сектор, например, с правой лапки. Есть такой трюк, который называется Post Pass или Post Transfer. Название не важно, суть приема одна и та же. Вы держите шарик на одной лапке, резко отпускаете и нажимаете этот же флиппер. Шарик отлетает от флиппера в резинку и, отскакивая от нее, переносится на другую лапку. Вы просто его подхватываете и зажимаете. С левой лапки вам будет проще попасть в тот сектор, в который вы, к примеру, не могли попасть с правой. Обычно этот прием работает в 2 стороны. Вы можете переносить шарик как слева направо, так и справа налево. Идем дальше. Следующий приемчик называется Bounce Pass. Супер простой и супер эффективный прием. Многие думают, что в пинболе всегда нужно бесконечно жать кнопки, чтобы не потерять шар. Суть Bounce Pass в следующем. Шар летит прямо на флиппер, и вы ничего не делаете. Ударяясь от резинки, он отскочит на противоположный флиппер, где вы его сможете спокойно остановить. Все просто. Многие неопытные игроки пренебрегают этим приемом, а зря. Он очень эффективный.
Следующий прием называется Live Catch. Делается таким образом. Шар летит на флиппер, и вы в момент, когда он практически приблизился к флипперу, его поднимаете и тем самым ловите шар в удобной для вас позиции. Еще один прием, который называется Flicker Pass. Его можно использовать в следующей ситуации. Шар катится по инлейну, и у вас поднят флиппер. Когда шарик катится практически по кончику флиппера, вы быстренько его подщелкиваете и перекидываете совсем легонько на другой флиппер. Я лично частенько пользуюсь этим приемом. Думаю, многие из вас видели пинбол в кино. Там его любят потряхивать. Сейчас я постараюсь объяснить, для чего это делается. Предположим, у вас ситуация, когда шар летит прямо по центру. Флипперами вы его точно не достанете, проигрывать как бы тоже не хочется. Единственное, что у вас остается, это чуть-чуть тряхануть автомат, слегка изменив траекторию шарика, чтобы он попал не между флипперов, а на краешек флиппера, откуда вы его могли оттолкнуть. Если вы переборщите с толканием, тилт-механизм зафиксирует тряску, и вы получите предупреждение. Но уж лучше получить предупреждение, чем проиграть шар. Вообще, больше половины техники игры — это потряхивание и толкание автомата. И это прям супер важная тема, чтобы не потерять шар. И важно это делать так, чтобы тилт-механизм не фиксировал вашу тряску. В опасных ситуациях толкания позволяют опытному игроку вытаскивать шар из тех ситуаций, где новичок явно бы проиграл. Причем потряхивать автомат можно не только влево и вправо, но и вверх-вниз. Например, в ситуациях, когда шар может укатиться в аутлейн, вы должны его трясти вверх-вниз, чтобы дать ему возможность удариться об соседние резинки и отскочить обратно на поле. В общем, все приходит с практикой и опытом. Чем больше вы играете, тем будет лучше у вас получаться. Дам еще один важный совет. Старайтесь не ловить один шарик поднятием двух флипперов одновременно. Просто не делайте этого и все. Хорошего результата, как правило, это не приносит. Ну и напоследок покажу вам запрещенный приемчик, который называется Dead Safe. На турнирах и в соревнованиях им пользоваться категорически запрещено. Делается он, как правило, когда шар улетает в правый аутлейн. Зажимаете левый флиппер, важно, чтобы скорость шарика была высокой. Для того, чтобы придать скорости, автомат толкают резко влево, а когда шар практически скатился, автомат толкают вправо, он отталкивается от противоположной стенки и вылетает назад на поле. Ну что, круто выглядело? Надеюсь, эти трюки и советы вам понравились, хотя, казалось бы, у автомата-то всего две кнопки, а столько нюансов игры. Причем я показал вам самые базовые фишки. В последующих выпусках я сделаю видео о других, уже более сложных приемах, поэтому, чтобы их не пропустить, нажмите подписаться и на колокольчик. Теперь, я думаю, вы готовы, чтобы приступить к разбору геймплея на автоматах, но об этом мы поговорим уже в следующих выпусках. На сегодня все. Не забудьте поставить пальцы вверх. Если что-то непонятно, спрашивайте, пишите комментарии, всегда с удовольствием на них отвечаю. Всем спасибо за просмотр. Увидимся на следующей неделе. Пока!